Так, ну что, такая вот сегодня тема. Я отработал год, чуть больше года в Лидертрансе. Год и 2 месяца. Все собирался снять, пытался снять. То зуб болел у меня, то еще какие-то проблемы. В общем, все не нравилось мне, как получается. Сейчас посмотрим, получится сейчас или нет. Начнем, наверное, с того, что как я попал в Лидертранс. О прошлой жизни я вообще не хочу ничего рассказывать. Скажу так, что прекрасную, замечательную жизнь я прожил. У меня была симпатичная, красивая жена-хозяйка, которая родила мне 2 детей, лапочку-дочку и шкодника-сыночка. Дочь мне родила 2 внуков, красавица Лерочку и мужичка Егора. И мужика Егорку. Прям в натуре мужичок растет. Бабник, капец какой. Весь садик его любит. Начиная с младшей группы детей и заканчивая директором садика. Ну вот, в принципе, все сейчас. В общем, в один из периодов, когда я остался один, в смысле мы развелись с супругой, я что-то так думаю, а не поехать ли мне начать новую жизнь такую, свободную. И решил я попробовать осуществить мечту юношества. Так подумал, думал. И такой говорю сам себе, я же близнец. У меня с одной стороны сидит хороший близнец, с другой чертенок. 2 моих ангелка. В общем, и тут они мне оба прям: давай пойдем в дальнобойщики. Ты же мечтал, когда гонял машины, работал водителем. Ты же в 6-й автобазе я работал. У нас камазисты были, дальнобойщики. Это была элита, супер вообще там. Они когда приходили с рейса, вокруг них пол автобазы крутилось. Рассказы всякие интересные, все. Ну и зарабатывали они, естественно, очень хорошо. У всех были свои личные машины, у кого Жигули, у кого Москвич. Даже Волга была у одного, или у 2 даже, да, у 2. Вот. Все такие какие-то, они прям такие мужики были. Ну и начал я мониторить рынок дальнобоя по трудоустройству. И буквально в течение 2 дней я понял, что не так-то уж и легко устроиться без опыта. То есть категория у меня открыта была давно. После армии я открыл. Я после армии тоже еще работал маленько шофером. А потом все как-то рушиться начало, и бизнес ушел. И оставалась, значит, в Питере одна компания, не помню, как называется сейчас, и Лидертранс. На тот момент без опыта принимали. Все остальные там хотя бы 3 месяца, кому-то 6 месяцев. И, в общем, я беру и заполняю анкету и отправляю в Лидертранс. Отправил в Лидертранс, и мне там о себе все описал. Написал, что хочу работать на рефе. Но перед тем, как начать все это дело отправлять, мониторить, я подготовил все документы полностью. Медсправки, медицинские книжки, карты для тахографа. Все, сделал. У меня все было готово, весь пакет документов.
Ну, я по фирмам просто посмотрел, где что надо. И в принципе, во всех фирмах практически одинаковый, плюс-минус какой-то бумажки. Все приготовил и вот напечатал, отправил. Мне на следующий день звонит, поднимает трубку, звонит следователь транса с отдела кадров. Николай Иванович, да, хотите работать дальнобойщиком? Да. То есть водителем-экспедитором, да? Правильно? Да. Сможете во вторник приехать к нам в набережную Челны? Когда они мне звонили, была пятница. Да, в пятницу они мне позвонили. Я говорю, наверное, теперь только на самолете. Они, без проблем, прилетайте, билет будет оплачен. Все, сказано, сделано. Покупаем билетик, собираем сумочку, садимся в самолет через Москву в набережные Челны. И в понедельник вечером я уже был в хостеле от компании. Переночевал, с утра пришел в контору. Там нас собралось 17 человек на обучение. 3 дня мы занимались теорией. Сейчас не знаю, как там проходит. Говорят, там побольше что-то стало времени. Нам рассказывали там всякую технику безопасности. Ну, вот это все, когда принимают на работу. А компании маленькая все. На 4-й день была вождение было. На 4-й день вождения. Съездили, там круг проехали, задом попробовали сдать, ну кого там. В общем. Так, ни о чем, в общем, разговор. Это вождение. Ну и все. А на 2-й день, когда шла теория обучения у нас, ко мне пришел мой колонный и говорит, ну все, давай бери вещи и выходи работать. Я говорю, какая машина? Он говорит, КамАЗ. Я говорю, о, нет, мне нужна, говорю, стажировка. Он, в смысле? Ты же ничего не писал. Мне, говорю, мне нужна стажировка обязательно. Он так вздохнул. И все. И вот 4-й день у нас прошла. День вождения было. И на 5-й день я пошел на стажировку. Мне позвонил колонный, говорит, подходи с вещами к конторе. Подошел, там меня ждал уже водитель Александр. И мы с ним поехали в Москву. Для чего мне нужна была стажировка? Чтобы, ребята, узнать полностью все нюансы не по теории, а на настоящей практике от водителя. Узнать про путевки, узнать, как заполнять документы, как сдавать их, где сдаются, разобраться в приложении, узнать машину, там нюансы, как там. Я на грузовиках-то много ездил, но вот на таких, как с автоматами, как вот сейчас современные. Мы выехали с набережной, доехали до Казани, остановились на стоянку. Он сразу меня начал учить расцепляться. На стоянке М7, на объездной Казанской. Пару раз там расцепились. Поехали дальше, и на следующий день я начал все расспрашивать, изучать. Он мне скачал приложение на мой телефон. И я его всю дорогу учил. Почему приложение, интересно, час, может быть, обучают? Нет, ну, навряд ли, потому что в группе много вопросов. Самое главное по приложению научиться работать, и все, и будет отлично. В приложении для нас сделано все. По какому маршруту ехать, где ночевать, где заправиться. Все отмечено, все показано, все рассказано, написано время. В этом же приложении у нас и зарплата, и все остальное.
В общем, изучил я это дело. Приехали в Москву, разгрузились, и на следующий день я позвонил своему колонному и сказал, что все, говорю, я готов приступать к работе. Колонный был удивлен, сказал, обычно, это 2 недели стажировка. Я говорю, все нормально, стажировался. Ну все, по мониторингу нашли машину, которая идет через набережные Челны, меня туда пересадили, доехал, переночевал 1 день, 1 ночь, день пробыл еще там, опять переночевал, и с утра мне звонит колонный и говорит, бери вещи, приезжаем, есть машина. Ну, я как бы колонному сказал, что на подменах я работать не буду, мне нужна моя своя машина постоянно. Потому что я выхожу работать без выходных, все, год работаю без выходных. Ну, вот как бы так повезло. Я сел вот на этого Мерседесика 500-го фантастического. Начал работать. Да, первый рейс был вообще капец. Сразу вот учился я, приложение, все, короче, накосячил. Не принял заявку, опоздал на загрузку. Ну, не знаю, мне, наверное, просто по жизни всегда хорошие люди попадаются, встречаются. Рядом со мной находятся, я рядом с ними. В общем, никаких штрафов, ничего не пришло мне. Может быть, новичкам разрешают пару косяков сделать вначале. Не знаю. Но косяки реально были мои. Ну все, поехал. Одному, с большим таким прицепом. Блин. Ехать-то как бы пофиг. Там все, понятно. Смотришь в зеркала. Ехать одному ничего там страшного нету. Там все. Аккуратно в зеркала смотришь. Привыкаешь к габаритам, повороты. Вот. Приехал на загрузку. Блин. Зарядки нету в машине. Телефоны садятся. Сейчас должны позвонить на куда подъезжать, к какому окну. Тут наш мам заезжает. Я к нему. Короче, его воткнул в зарядник, у него USB есть. У старых манов. Воткнул туда заряд, телефон. Сижу, жду звонка. Вот так вот. Потом он уже подъехал к окну. Загружался, я все в машине сидел. И потом поступил мне звонок. На загрузку подъезжать. И вот здесь начался мандраж полный. Я же задом-то никогда не ездил с полуприцепом. Ну ничего, первый раз получилось, все. Припарковался там, не знаю с какого раза, не помню, весь вспотевший. Загрузился, поехал в Краснодар. В Краснодаре выгружаться надо было в Магните. Ночью, машин море. Я подъехал, как заворачивать, как заезжать, не знаю. Короче, ничего не получается. И туда все рулится. Вылез, смотрю, мужчина сидит в машине. Подхожу, говорю, братка, припаркуй, пожалуйста. Ни хрена, блядь, первый рейс, ничего не умею. Он, да, так глянул на меня, а что мне? Не 20 лет-то. Вышел, короче, сперва попытался мне отрегулировать, ничего не получается. Он такой сел сам, припарковался, все нормально. И потом дальше я в Лермонтово уже сам припарковался, заехал. И так потихонечку пошло, поехало. Второй рейс у меня был тоже с приключениями. По 4 шел, шахты прошел я и пробил бак. Спереди шел КАМАЗ, зерновоз.
хомячок, как их называют. И вот он-то высокий, смотрю, прям между, он обруливает какое-то препятствие, я делаю маневр за ним, а у него из-под колес, между колес, вернее, прицепа, полуприцеп, не с прицепом он шел, полуприцеп, КамАЗ с полуприцепом был. Труба лежит, выхлопная с гофрой. И все, и попадает под меня. Мы Мерседес ниже, чем КамАЗ. Видать, или ветром ее приподняло, или там за что-то зацепилось. В общем, пробивает мне бак. Я как бы в панике. Что делать? Открываю тетрадь. Когда я все расспрашивал, я эти моменты про аварии тоже с Александром все узнал. Там четко написано: позвонить колонному логисту. Все, дозвонился до колонного, до логиста. Меня перецепили. Колонный говорит: сможете рядом найти ремонтную? Дубль здесь открыл, нашел ремонтную, прямо напротив меня, только нужно было развернуться. На остатках баки солярки у меня получилось доехать до стоянки, где ремонтируют. Сняли бак, пропаяли его, все нормально. Деньги прислали мне. Вызвал ГАИ я сперва. Все это зафиксировали, аварию. В Лидертрансе все машины застрахованы. То есть, если авария произошла, неважно, кто виноват, главное быть трезвым. Тогда каска работает. Я за время работы в Лидертрансе 3 раза вызывал ГАИ. 4 раза вызывал ГАИ. Вот, потом 3 дня там жил, ждал, когда с Москвы придет мой прицеп. Перецепился на Ростов-на-Дону, там выгрузился, в Краснодаре. Перегнали меня на Казань. С Казани в Набережные Челны, поменял резину и стал работать. В общем, что скажу, мне до сих пор нравится, я получаю удовольствие. Вот сейчас еду в Владивосток, все 12 месяцев, 14 месяцев, вернее, я ждал, когда будет такой рейс. Вот он наступил, погодные условия нам везет. Едем, практически вся дорога сухая. Появилось очень много товарищей, друзей в Лидертрансе, новых. Заработок в Лидертрансе, я скажу, что неплохой. После того, как подняли, вообще хорошо. В принципе, если хочешь заработать, заработаешь. Важна экономия солярки. Вот этот рейс у меня будет с пережогом. Но опять же, Лидертранс компенсирует здесь пережог. Определенное количество солярки плюсом дается. Но все равно будет пережог. Потому что вот постоянно в натяжку, постоянно горы, подъемы. Вчера я 1000 километров прошел просто спуск, подъем, без остановок. Спуски как бы не замечаешь, они быстро проходят. А подъемы все тянешься. Работать легко. Самое главное, я скажу, во всех компаниях, не только в Лидертрансе, во всех компаниях, я сейчас только говорю
о дальнобое и о логистике важны некоторые факторы. Первый фактор – это какой у тебя будет колонна. Если колонны беспокоятся о том, чтобы все машины работали, не было простоев, то есть все там, если нужно ремонтироваться, он все подписывает, машина исправная, ходит, не стоит, то значит и тебе будет все отлично, хорошо. Колонны у нас как отец и мать в одном лице. Он из зарплаты помогает разобраться, если вдруг что-то не досчитались. В бухгалтерии тоже сидят люди, девчонки. У них бывают такие же промахи, как и у нас на дорогах. Второй фактор – это логист. Что бы ни говорили, логисты очень много решают. Как там? Изменить маршрут, например, через логиста. Изменить время доставки через логиста. И рейсы логисты выбирают. В общем, все лучше. Мне в этой компании дважды повезло. С колонном я работал сперва в 6-й, потом меня в 19-ю перевели, в Омскую колонну. Сейчас у меня прям отличные колонны. Я старым колоннам ничего плохого не скажу. Тоже все отлично там работалось. И в 19-й отлично работает колонна. Логистов у меня было 3. Первый логист прям вот человек, от слова человек. Мы с ним сработались отлично. Но иногда по 2 месяца с ним в WhatsApp такая пару строчек и все. Второй был логист молодой. Он что-то уволился. Наверное, не его профессия. И сейчас у меня тоже отличный логист. Давно работает. Машины ходят у него, не стоят. За время работы, значит, что я 4 раза вызывал ГАИ. Первый раз я вызвал ГАИ, это пробил бак. Второй раз колесо взорвалось, разворотило сзади все там брызговики поотрывало, верхние, боковые. Третий раз я прицеп царапнул на заводе в Крымске. И 4-й раз я прицеп царапнул. Есть система штрафов, но я скажу так, все эти штрафы получаем мы сами от своей безалаберности. За превышение есть, если ты больше 100 разогнал под горку машину. Так они у нас привязаны, МП3 89. Разогнал под горку машины больше 100 километров, штраф тебе 1000 рублей. Там с повышающей идет. Меня приходили, ну а что здесь, я даже не возмущался. Ночевка в неположенном месте. Вот, вчера, например, я тоже стал ночевать, не отзвонился в мониторинг и получу за ноябрь штраф. $500. Как-то я в августе получал
Ну а так, за опоздание у меня ни разу не было штрафов. На разгрузку или погрузку. Работать в Лидертрансе легко, я прямо честно говорю. Очень легко работать. Когда ты систему понимаешь, когда ты в нее внедряешься, работать легко, вообще проблем нет. Самое главное не опоздать на выгрузку, не опоздать на загрузку. Я обычно на ремонты записываюсь на машины сделать все во время рейса, чтобы не терять времени. Потому что надо, чтобы колесо крутилось, чтобы зарплата была. Ну, бывают моменты, что приходится вставать. Вот, например, у меня с двигателем. Здесь никак не получится во время рейса. Второй раз, через 2 недели, я приехал опять же с двигателем. Кое-что поменяли, там кулер поменяли. Ну, у меня там видео есть. Все электричество сделали, все отлично. Работать дальнобойщиком, скажу вам так, и легко, и очень тяжело. Ну, легко, потому что на трассе есть все. От буквы А до буквы Я. И купить, и покушать, и в банях помыться, и подстричься, и вещи купить какие-то, и продукты, и отдохнуть. Все есть. И девушки есть. Я холостой, мне об этом можно говорить. И знакомиться с ними мне можно. Так. А тяжело? Ну, потому что на дорогах стало все по-другому. Очень много народу думает только о себе. Даже в нашей компании. Вот у меня, когда в феврале сломалась, в январе или феврале, сломалась турбина, машина заглохла. Часа, наверное, в 3. И до самой ночи наши приезжали, никто не останавливался, ничего. Хотя я там и знаки выставил, и жилеты везде навешал. Никто не остановился, с ним проехал. Но все равно скажу, хороших и добрых людей, которые помогут, намного больше. Как говорится, относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Я, в принципе, всегда останавливаюсь. Наш, не наш, без разницы. Это ничего не снимаю, я не показываю. Не вижу смысла хвастаться тем, что должно быть, что должен делать каждый. Зачем этим хвастаться, что я помог кому-то, остановился, колесо открутить, там, подержать, что-то и так далее. А отвертку дать, простую отвертку дать. Чё этим хвастаться? Моя машина отходила 3 года, должна была выставляться уже на продажу. Но после капиталки двигателя она не будет еще продаваться год. Так что новой машины мне, наверное, не видать. Потому что обычно продали машину, человеку дали новую. Или бригаде. У нас график ты можешь выбирать сам.
по работе. Также есть не бригада, как это называется. Также есть экипажи. То есть 3 человека работают на 2 машинах. Там тоже график выбирают сами. По месяцу работают на одной машине. Работаешь, например, месяц на одной машине работаешь. Потом переходишь на вторую машину. Со второй машины человек уходит в отпуск, а который был с отпуска, он выходит, садится на первую машину. И вот так по кругу это движется. Я знаю, что есть работают по 15 дней. 15 дней на одной машине, 15 на другой, 15 отдыхаешь. Вот так по кругу. Знаю, что есть по месяцу работают, вот как Леонид. Может быть, еще как-то по-другому работают. Ну, я не слыхал, по крайней мере, о том, что еще у нас. И есть экспресс, который работает, ну, тоже там график. Сами они, экспрессники, их 3 человека, только на одной машине. По 2 в кабине ездят. Там они тоже сами выбирают график. Дней, например, ты отработал с одним человеком, потом человек уходит в отпуск, приходит другой, ты с другим 15 дней отработал, потом ты уходишь в отпуск, приходит тот, и так по кругу движется все. На ремонт ты записываешься, у нас есть такая служба техотдел, туда звонишь, записываешься на ремонт, что нужно сделать, они смотрят, где тебя отремонтировать. Ну, стараются, конечно, на набережных Челнах или Казани, но не всегда получается. Вот я и в Омске ремонтировался, и в Омске один раз, остальное все время Казани или набережные Челны. Сейчас ждем мы большое поступление новых машин. Что-то из-за этой эпидемии там что-то случилось. В общем, машины есть, но получить их не могут. Границу пройти никак что-то там не могут. В общем, ждем. Водителей сейчас очень много в Лидертрансе. Start to